Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 1 декабря. Обращаем ваше внимание, сегодня у нас с вами пятница, первый день зимы, первый день месяца. Но, что очень важно, мы рекомендуем каждому человеку, кто слушает нас, обязательно сделать. У нас с вами приближается декабрь, да, 31 день. И далее у нас с вами идет следующий 2024 год. В этом 2024 году будет очень много интересных событий. Они не всегда будут хорошие. И вот сейчас вам в декабре нужно заложить фундамент и понять для себя, что вам важно, нужно и что бы вы хотели сделать в 2024 году. Поэтому именно прямо с сегодняшнего дня и до 27 декабря постарайтесь прописать, проговорить те планы, которые вы бы хотели сделать, осуществить или оказаться в 2024 году. Забегая наперед, хотим вам сказать о том, что именно в декабре вы можете заложить основы на весь следующий 2024 год. И правильно все сделав, вы действительно сможете прожить следующий год достаточно интересно, ярко, и действительно в вашей жизни будут настолько кардинальные перемены, которые не просто изменят вашу жизнь, а дадут толчок для вашего развития. Пожалуйста, услышьте нас. Поэтому декабрь – это тот месяц, который может сделать очень многое для вас. Поэтому используйте все возможности. Даже если у вас сейчас в вашей жизни большие проблемы, которые связаны и с отношениями, и с деньгами, и с жильем, и с имуществом, и так далее, и так далее. Знайте, вы все это можете сделать, потому что вы творец, вы создатель своей вселенной и своего мира. И декабрь вам в этом поможет. Потому что если вы будете рассуждать, думать в негативном ключе, обратите внимание, то и кардинальные перемены в 2024 году также в таком вот будут негативном ключе. Знаете, будут постоянно у вас какие-то испытания. Знаете, вот что-то как решили одно, проявляется заново новое и так далее. А если вы декабрь проведете в позитивном ключе, в созидательном ключе, будете продумывать, мыслить и так далее, то и 2024 год для вас действительно пройдет вот так вот прекрасно и чудесно. Не забываем, что 2024 год у нас с вами не только год по китайскому гороскопу, год зеленого деревянного дракона, но и также, друзья, это высокосный год, поэтому очень правильно к нему подготовиться. Надеемся, вы нас услышали, вы поняли, что мы вам сообщили между строчек. К сожалению, мы не можем вам напрямую все рассказать, объяснить, подсказать. Почему? Потому что, все-таки площадка YouTube, она все-таки проверяет и контролирует, что люди, настоящие люди, те люди, которые хотят, чтобы мир изменился в лучшую сторону, несут и говорят. Поэтому обращаем на это ваше внимание. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 1 декабря, пятница и последний рабочий день на этой неделе. Также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами достаточно такой вот плодотворный, уникальный даже денежный день. Поэтому обязательно нарисуйте эту комбинацию цифр и обязательно скажите одни магические слова. Запустите процессы, потоки изобилия, достатка и благополучия в вашу жизнь. Итак, сегодня у нас с вами убывающая луна, 18 и 19 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что на протяжении всего дня у нас с вами луна будет в знаке зодиака Рак, то бишь до 19 часов по Москве. А далее переходит в знак зодиака Лев. Давайте посмотрим, а что же нам несет сам день, на какие моменты, события вам стоит обязательно обратить внимание. Итак, девочки и мальчики, сегодня для многих людей этот день будет достаточно таким вот ярким, интересным. И для некоторых людей этот день откроет глаза на какие-то очень важные вещи. Если у вас возможность не спешить, не спешите сегодня. Вот размеренность – это сегодня то, что вам нужно, потому что из космоса идет очень много энергии. Многие люди не понимают, как использовать ее, не понимают ту информацию, которая к ним поступает, потому что у человека может появляться хаос в голове в какой-то степени, а это может приводить к тому, что человек начинает допускать ошибки, потому что он может не понимать и не осознавать, а все же, что происходит. Кроме
того, обращаем ваше внимание, сегодня люди могут запутаться в тех мыслях, в тех идеях, в то, что им дает Вселенная. Поэтому просто берете листок бумаги, ручку и просто записывайте. Вне зависимости, вам нравится эта идея, мысль, ваше желание или послание, или нет. Если вы находитесь на распутье и не знаете, как дальше поступить, также сегодня в этот день не спешите. Помните о том, что всему свое время. И 1 декабря – это тот день, который вам нужно сонастроиться с энергиями Вселенной и провести весь этот декабрь на вот такой вот позитивной волне. И все будет зависеть только от вас. Также обращаем ваше внимание, если у вас сегодня будут какие-то интересные встречи, вас приглашают на знакомства и так далее, идите, общайтесь. Но каких-то кардинальных для себя изменений в жизни ни в коем случае не делайте. Пройдет буквально пару дней, вы поймете, что, слава Богу, что вы не поспешили. Также что касательно бизнеса и касательно денег. Сегодня нужно быть очень осторожными с новыми идеями, с новыми планами. Почему? Потому что у людей почему-то идет обман, ложь. Многие люди хотят достигать тех или иных планов, желания за счет других людей и обманывать. Поэтому будьте сегодня немножечко и даже чуточку осторожнее и внимательнее. Даже если вам человек о чем-то говорит, красиво, ярко рассказывает, обязательно берите документы, обязательно все проверяйте, читайте, изучайте. Если есть рядом адвокаты, юристы, пожалуйста, не жалейте денег, чтобы им заплатить за их услугу, но чувствовать себя более комфортнее. Также обращаем ваше внимание, сегодня не стоит брать на себя какие-либо обязательства, вне зависимости, в какой сфере они будут касаться. И вообще сегодня не занимайтесь касательно денег, все, что касается именно отдачи долгов, кредитов, брать деньги. Почему? Потому что сегодня есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. То есть сегодня вы, если хотите работать с деньгами, работайте только со своими деньгами. Хотите вкладывать во что-то, делайте, но опять же, это деньги не должны быть взяты в кредит или в долг. Это очень важный момент. Также сегодня люди могут поддаваться на провокации и, что немаловажно, провоцировать других людей. Поэтому сегодня не стоит ни с кем выяснять отношения, не стоит на этом концентрировать внимание, потому что есть вероятность еще больше запутаться. Знаете, это вы как попадете в яму, в которую очень сложно выбраться. Помните, пожалуйста, об этом. Что же касательно здоровья, то в этот день, к сожалению, уязвим аппендикс, сигмовидная кишка, тонкий, толстый кишечник в целом. Вообще сегодня, к сожалению, у людей могут проявляться какие-то стрессы, могут проявляться какие-то болезни. Также обращаем ваше внимание, сегодня могут и сниться какие-то кошмарные даже сны. А также могут обостряться хронические какие-то заболевания, а также, если вы не умеете себя держать в руках и вы легко поддаетесь чему-то влиянию, то... И, друзья, сегодня обращаем ваше внимание, сегодня усиливаются какие-то депрессивные состояния, страхи могут проявляться, поэтому все-таки в этот день будьте немножечко внимательнее и осторожны. Также на что еще стоит обратить особое внимание, что все-таки сегодня хорошо делать, знаете, как бы этот день сам по себе, он связан с нравственной очисткой души, вашей совести. Поэтому обдумывайте свои поступки, как избавьтесь от лжи, от гордыни. Да, это сложно, потому что каждый из нас пытается сам для себя понять и решить для себя, что он во всем прав. Но, знаете, как бы только вы сами наедине с собой можете сами себе сказать, это правда или это ложь. И вот если вы где-то кого-то обманули, возможно, это была ложь во благо, но все же старайтесь от этих негативных
негативных моментов избавляться от вашей жизни. Будьте честны сами с собой. Не надо быть честными с близкими, с родными. В первую очередь нужно быть самим собой, и тогда вы увидите многие моменты. А также сегодня зажигайте свечи, лампадку зажигайте. Очень хорошо именно сегодня в этот день работать со стихией огня. Поэтому возьмите, например, зажгите свечу, желательно, конечно же, церковную, и обойдите со свечой квартиру или, например, если у вас есть дома камин, именно камин не искусственный, не электрический, а вот камин настоящий, где горят дрова и потрескивают дрова, то обязательно посидите, зажгите, вы почувствуете вот этого большое даже удовольствие. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нужно опасаться людей, которые имеют какие-то вредные привычки. Почему? Потому что эти люди, к сожалению, подсоединены к сущностям низшего порядка, и сегодня в этот день их будут изнутри выпирать это все. Поэтому, если видите в вашем окружении есть такие люди, то все-таки немножечко будьте внимательнее и осторожнее. Также обращаем ваше внимание, если мы сегодня говорим об общении с руководством, с начальством, то решайте сегодня обычные вопросы, ничего глобального. Да, вы можете спланировать, но никаких активных действий, пожалуйста, в этот день не делайте. Что же касательно смены места работы, то мы сегодня не рекомендуем менять работу, даже если вам предлагают какое-то интересное предложение, потому что, к сожалению, вас вводят в заблуждение, и буквально через небольшой период времени вы поймете, что в этой компании, на этой фирме, на этом предприятии есть определенные проблемы, и эти проблемы вы останетесь в общем с носом, так что подумайте. Также сегодня не стоит заниматься недвижимостью, потому что сегодня не подходящий день для этого. Можете собирать информацию, обдумывать, но каких-то активных действий сегодня в этот день делать не надо. Также сегодня нежелательные физические нагрузки, возможен травматизм, поэтому все-таки будьте осторожны. Также этот день не стоит уделять внимание дому и домашним делам. Лучше вообще отдохните в этот день. Ну а сны в этот день нужно очень внимательно трактовать, потому что для того, чтобы избежать каких-то ложных выводов. Поэтому продумывайте, просчитывайте, и знаете, иногда вот сны дают какую-то подсказку, и человек не может трактовать, потому что вот какая-то есть загвоздка. Запишите свой сон, и через день-два вернетесь именно с пониманием того, что же вам высшие силы хотели или ваш ангел-хранитель хотели подсказать. Далее, друзья, теперь у нас с вами посмотрим, что же нам дает совет от Архангела Михаила карты. Итак, выпала карта на этот день, которая звучит следующим образом, друзья. Положительные мысли порождают положительные эмоции. О чем эта карта? Эта карта говорит о том, что в вашей голове на данном этапе должны быть только положительные созидательные мысли. Даже если вам кто-то говорит о том, что это не надо делать, или у вас это не получится, и так далее, не стоит никого слушать, потому что если у одного человека это может не получиться, ввиду того, что у него не хватило знаний, опыта и так далее, то в вашем случае это может не только получиться, но и принести вам прибыль. Поэтому ваша задача именно продумывать все в деталях, но именно в положительном, созидательном ключе. Иначе в крайнем случае вы сами себя ограничите и не увидите вот тех возможностей, которые открываются в вашей жизни. Также, если вам не хватает сегодня каких-то знаний, ни в коем случае не вините себя или других людей. Лучше подумать о том, как вы можете это решить. Даже если у вас не хватает знаний, навыков, опыта, попробуйте найти в интернете, найти в своем окружении людей, которые могут дать вам вот тот ценный совет, который, возможно, вам откроет глаза и, знаете, станет вам толчком для того, чтобы вы начали двигаться в другом направлении. Также сегодня хорошо уделять внимание молитвам, уделять внимание аффирмациям, уделять словам, вот волшебным словам, где именно идут слова, связанные с изобилием, любовь, достаток, счастье. Это очень важные слова, поэтому сегодня их также очень важно проговаривать. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам, друзья, в этот день, она звучит следующим образом. Божественная любовь и мудрость, я взываю к вам. Я знаю, что мой разум и чувства навеки связаны с вами. Я взываю к своему высшему я, сознавая любовь
и свет, который есть в каждом человеке или ситуации. Эти слова молитвы, друзья, как всегда, будут в описании к этому видео, поэтому обязательно сегодня в этот день их прочитайте. Ну и ввиду того, что сегодня достаточно изобильный денежный день, обязательно проведите следующую практику. Вам понадобится ручка, конечно же, используйте лучше ручку зеленого цвета или фломастер. Нету, возьмите, используйте масло пачули. Помните, масло пачули, он привлекает деньги, изобилие и достаток. И вам нужно нарисовать, можно даже на руке 4 восьмерки. Именно 4 восьмерки. И сказать вам надо будут следующие слова. Ангельские цифры мне в помощь придите, деньги и достаток привлеките, здоровье и удачу приумножьте, истина да будет так. Нарисовали и забыли. Даже если вы это нарисуете маслом пачули, даже оно стерется, ничего страшного в это нет. Ваша задача правильно сонастроиться с энергиями Вселенной. А далее программа, запущенная вами от чистого сердца, она обязательно активизируется и пойдет двигаться дальше. Но прямо сейчас в комментариях напишите следующую фразу: «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие. Истина да будет так». Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.